Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе у нас 10 мая 2025. И вы посмотрите, какая стоит погода, а? Какое небо! Небо просто шикарное. Погода просто замечательная. Вы знаете, я вот сейчас заехал буквально, вот мотоцикл мой стоит. И вы знаете, вот в такие дни, когда я приезжаю вот так на дачу, особенно на мотоцикле, да, вот как сегодня, например, вот, приезжаю, похожу так, посмотрю все вокруг, вот. И первая мысль, которая меня посещает, думаю, куда ты собрался нафиг? Посмотри, как классно, елки, поставь здесь палатку и все. Поставлю палатку и буду здесь жить. Не надо никуда ехать, это просто, не знаю, райское место какое-то. Вот. И на самом деле надо сказать, что я несколько раз так делал. Несколько раз я оставался здесь, прямо вот тут ставил палатку, там в другом месте ставил. Даже однажды я ночевал здесь зимой. Ну, я так чисто тестировал там спальник, туда-сюда, это палатку зимой на снегу. Вот. Но проблема в том, что хорошо первую ночь ты провел, посидел. Вот здесь вот костровище. Можно костер пожечь, вот, но не хватает движения. Именно вот какого-то движения, смена обстановки. Вот, ну, как бы, может быть, назвать это смена обстановки неправильно, потому что, вот, я думаю, что лучше бы это назвать познанием чего-то нового. Вот именно вот за этим движением, мне кажется, и скрывается вот эта жажда познания чего-то нового, да. Познание, я имею в виду не только узнавание, да, а как соединение. Кстати, это слово «познать», оно всегда ассоциируется с соединением, да, там, ну, вот в Священном Писании есть такой текст: «И познал Адам Еву, и родила Ева Авеля», да, вот именно соединение. И я так думаю, что вот это познание природы, познание какой-то новой, вот, новой ситуации, новой атмосферы вокруг тебя, соединение с этой атмосферой, вот, и мне кажется, что именно это всегда вожделенно в путешествии. Так, ну ладно, это все философия, а теперь, в общем-то, займемся работой. Друзья, знаете что? Я тут вот еще, прежде чем начать, начал снимать сиденья, и вот я уже об этом говорил, да, я здесь выбрал поролон. Снял вот эту обшивку и срезал вот тут, короче, вот видно, да, вот это оригинал, а вот эту часть я просто вырезал поролон, ну и обратно все сделал, для того, чтобы вот это сиденье было, ну, как бы горизонтально вот так стояло, вот. Вот, когда она стоит в верхнем положении, то очень удобно сидеть, но как бы вот высота ногами до земли доставать трудно, да. Вот, и я тут подумал о том, что, может быть, можно сделать, чтобы вот эта часть оставалась в верхнем положении, а низ ушел туда, как в нижнем положении стоит. И вот сейчас покажу. Вот, как это все выглядит. Вот, у сиденья есть, значит, вот одно положение, да, это верхнее, это нижнее, да. Вот, и здесь тоже две резинки, верхняя, нижняя. Вот. И здесь, ну тут понятно замок, и вот оно, значит, нижнее положение, верхнее. Я подумал вот эти штуки снять, чтобы, допустим, зад, вот оно здесь одно положение, вот здесь второе положение, вот сиденье, вот этой штукой. Вот, чтобы перед остался вот на высоком положении, а зад ушел туда вниз, чтобы вот как раз сиденье и горизонт вот этот выровнять. Вот, я уже вот открутил здесь вот эту штуковину. Я думал, она отдельно крепится, да, вот эта подставочка такая под резинки. А она, это цельная деталь получается, вот. Вот она здесь установлена, да. И, допустим, вот же. Вот, смотрим. Короче, вот так вот получается в нижнем положении, вот так в верхнем. Вот. Хоп, хоп. Я подумал, что вот зад оставить вот так в нижнем положении, да, а перед в верхнем. Вот, но так как вот эта деталь цельная, понятно, что если я сейчас здесь обрежу, грубо говоря, да, ее, я сейчас попробовал, в принципе, сиденье застегнется. То есть здесь в верхнем, и вот сюда насильно его так засунуть и захлопнуть, оно, в принципе, закроется. Вот, но нужно будет вот этот вот уровень выставить, чтобы резинка упиралась вот сюда, да. Поэтому, по идее, нужно вот так вот
отрезать и новую штуку вот сюда припаять. Да. Вот, поэтому я займусь этим делом. После того, как приеду, закажу вот эти две детальки. Закажу эти две детальки вот. И попробую с ними поработать. И сиденье, я думаю, что можно будет вот так вот выровнять. Вот как сейчас, например. Вот здесь я закрыл. Ну, она сейчас натянута, понятно. Здесь закрыл в верхнем положении, получается. А здесь вот в нижнем. Именно вот тут еще вот остается. Но я только одну открутил, да, вот поэтому. И вот этот зад уйдет еще ниже. И можно сидеть вообще вот так вот, откинувшись. Да, мы этим займемся. Я думаю, что эти две детальки не очень дорого стоят. Мы их купим, отрежем, отпилим. Я уже, так сказать, хвалился. Похвалюсь еще раз. Здесь у меня лежит вот такая штука. Вот. Ну, такая вот струбцинка, или как ее назвать. Вот тут еще лежит. Это для ремонта камер. Там. Вот. Но вот эта вот вещь очень-очень полезная. Сейчас я покажу, как она работает. Вытаскиваем. Видите, колесо. Вот оно. Будем снимать покрышку. Вот, кстати говоря, вот сейчас хорошо видно, да? Эта камера всего один сезон. Одно лето я на ней поездил, видите? Вот эти места. Они, вон. Здесь камера работала, и прям вот такие протертости. Так что вот это при условии, что их здесь вот они довольно редко и не такие высокие. В Континенталь их гораздо больше. Вот, поэтому еще один сезон, ну может быть два, и все, ее надо потом менять. Так, ну вот сейчас будем использовать вот эту вот уже знаменитую американскую штуковину для забортовки. Так. Обильно прошлись тальком по камере. Вот она прям такая. Вот.
Вуаля! Ешкин кот. Итак, друзья, значит, докладываю. Все. Колеса стоят. Переднее мне очень понравилось. Вот, оно немножко здесь не село. Пришлось спустить немножко. Я побрызгал мыльной воды. И потом еще раз накачал. И все, оно захлопнулось. Задняя тоже сначала вроде бы как не село. Потом я что-то подошел. Смотрел, оно везде ровное. То есть оно, видать, постояло и захлопнулось. Так что все нормально. Давление выровнял. Кстати говоря, да, компрессор. Вот. Сперва что-то это я разочаровался, но сейчас все нормально. Вот он зарядился. Ну, удобный, потому что здесь накачал, там накачал. Давление показывает, как бы никаких проводов, ничего. Так, дальше, значит. Значит, сейчас я вот намазал тут кислотой и попробую маленечко тирануть выхлопные трубы. Ну, чисто так, для красоты немножечко, чтобы понаряднее смотрелось. И что еще? И я вот тут посмотрел вот эту штуковину, да, очень нужная вещь. Вот, но так как она понадобится мне только при монтаже, при проколе, да, допустим, возможно, что и не понадобится вообще там в течение всего похода. Поэтому я ее размещу где-нибудь здесь. Сейчас подумаю, как. Вот, ну, например, да, это здесь будет. Вот трубку я уже сюда вставил, она прям четко сюда вошла. Это, например, головка будет тут лежать. Вот. И эту где-то вот сюда, да. Ну, я сейчас обверну ее в простыню и, в общем, заверну этим скотчем, да, и потом туда засуну, чтобы она там не гремела, ничего. Вот, так выглядит заднее колесо. Что-то, ну, визуально мне кажется, что оно чуть-чуть уже. Но это именно из-за рисунка. Там поперечный рисунок такой, а здесь чуть-чуть продольный, поэтому кажется, что оно чуть уже. Ну, думаю, что... Ну, посмотрим, как оно себя покажет в деле. И для асфальта хорошо, и на легком бездорожье там как бы уже будет более-менее все-таки он цепляться, да. Например, вот Michelin Anáky, да, ну она совсем как бы, это немножко по внедорожнее, так скажем. Вот, поэтому это good. Ну а задняя посмотрим. Если эта резина зарекомендует себя очень хорошо, вот в моем путешествии, то, может быть, я тогда и буду на этом комплекте ездить. Вот, значит, противотуманочки. Вот, я их тонировал. Я уже их раз тонировал, но перед тюфом я просто пленочку эту снял, потому что думаю, что-нибудь на тюфе там доколупается, придется потом еще раз ехать. Вот, собственно, я это сделал для того, чтобы как бы, ну, в потоке мотоцикл был более заметен, потому что уже как бы к белому свету уже все привыкли, а тут такой яркий желтый свет, и в общем-то очень хорошо видно. Так, вот эта головка, да, я ее разобрал. Головка, вот это сама, значит, трубка и две вот эти детали. Завернул, короче, ну, в материю, в полиэтилен и вот так прихватил. Вот они здесь лежат. Сейчас сиденье закроется и все, они здесь прекрасно устроены. Это здесь прям четко вошла, расперла вот эти пластмассовые штуки. Ну, я так еще проделаю ее вот здесь, чтобы она там, если вылетит, чтобы не так сильно болталась.
Вот. Так что все, в сумочке уже место освободилось. Вот, сейчас сюда сложу инструмент. Вот, ну и все, и в принципе мотоцикл почти готов. Немножко навел порядок, все, мод готов. Остается нам только повесить сумки, упаковать сумки, набить снаряжением и в путь. Вот. Так, смотрим, сколько у меня пробег. Так, 67-35. Ну, скажем так, 67-37. Вот. Вот, если округлить, 67 тысяч. Поставили новую резину спереди и сзади. Вот. И посмотрим, сколько она пройдет и как она себя покажет. Так, противотуманочки. Классно, да? Вот. Вот, ну а со старой резиной, вот старая резина, вот в таком состоянии. Вот этот баллон вообще еще хороший. Я думаю, ну, 5 он точно отходит. Перед, я не знаю, перед еще больше отходит. Тут он почти как новый. Ну, этот, ладно, тут может быть 3000 и выкидывать. Вот, а вот этот комплект резины, пишите, приезжайте, забирайте, кому надо. Вот, так что я сейчас полежал, подумал, вот, думаю, нафиг я буду его, думаю, опять ставить потом. Посмотрим, как себя покажет эта резина, и если что, я закажу или еще один новый Мишлен, или вот такой. И уже тогда новый на новый переделаю, и, короче, все. Вот так. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю. И, в общем-то, следующее видео будет, скорее всего, наверное, уже накануне отъезда. Я соберу сумки, упакую сумки, в общем-то, и как бы это. Вот, а остальное только палатка, спальник, вещи, ну, какая-то там, вот, кухонка моя. Я вчера полчаса упаковывал, короче, вот это все, горелку, там, стакан, все, и так, и сяк, и так, и сяк. То ли это вниз, то ли это вверх, то ли это вверх, то ли это вниз. Ну, короче говоря, упаковал. Надо сейчас, главное, вот эту последовательность запомнить. Все четко легло, все плотненько так. Вот, поэтому вот так. Так что на этом заканчиваю. Желаю всем счастья, добра, любви, удачи. Пока.